Всем доброго времени суток, канал Masters of Body вас приветствует. И сегодня у нас будет очень интересная тема. Итак, осень. Многие любители тренажерных залов врываются в так называемый новый сезон. Набирают массу, повышают силовые показатели, прорабатывают недостающие детали. Другими словами, усиленно тренируются. Но зачастую осенью обостряются вирусные простудные заболевания. И возникает вопрос, как, увеличивая интенсивность тренировок, истощая иммунную систему, не заболеть, а наоборот продолжать прогрессировать. И существуют различные способы. Профилактика медикаментозная и врачебная, или же народная, более доступная, проверенная десятилетиями, а самое главное полезная и вкусная. Да-да, именно вкусная. Сегодня речь пойдет о полезных продуктах, которые помогут вам защититься от простудных вирусных заболеваний или как минимум уменьшить риск заболеть. Итак, первый, самый важный антивирусный продукт – это, конечно же, лук. Он издавна считается главным целителем. Еще советский журнал «Здоровье» рекомендовал его в период острых респираторных заболеваний. Рекомендовалось даже ложить разрезанную луковицу в комнате на стол, чтобы люди им дышали. Очень хорошо помогает убивать все вирусы, предотвращать эти заболевания. Просто так лук съесть, конечно, не каждый сможет. Но он очень классно будет работать в перемешку с горячей, жирной пищей. Украинский борщ в этом плане, наверное, самое главное лекарство. Почему именно горячий, почему именно жирной и жидкой? Что происходит, когда мы едим наш любимый борщик со свининкой? Жир животный, попадая внутрь нашего организма, смачивает этим жиром нашу слизистую оболочку. Слизистая – это та как раз часть, через которую все вирусы максимально и проникают в наш организм. Через горло воспаление идет оттуда, через нос – это уже другая история. И вот именно благодаря этой жирной горячей пище мы уменьшаем риск попадания и впитывания этих микробов, всяких неполезных для нас организмов через нашу слизистую. Вместе с луком этот тандем будет бомбический. Вы скажете, а как же запах изо рта и так далее, работа? Да, не каждому, наверное, получится есть лук, дышать на людей, поэтому хотя бы по выходным дням устраивайте себе такую профилактику. Ешьте лук. Далее пойдет речь о чесноке, горячим борщиком, супчиком, это может быть уха, куриный бульон, неважно, но это работает. В эти моменты не стоит думать о фигуре. Вы этим себе сильно не навредите. Как правило, первое блюдо употребляется днем, не на ночь, в разумных количествах, в разумных пределах. Далее у нас идет чеснок. Вот он, замечательный чеснок. Почистил, зубки такие. Чеснок также издревле еще моряки, отправляясь в дальние кругосветные плавания, брали с собой как главный препарат, который предотвращал их от цинги и прочих неприятных заболеваний. Он является и противогрибковым, и противобактериальным, поэтому в сочетании с луком, с той же горячей жирной пищей, также будет очень эффективен. Он еще имеет множество полезных функций и для сердца, и для работы еще много для чего. Не буду все перечислять, но вы должны знать, что он помогает в борьбе, так сказать, в профилактике, особенно в профилактике. Если вы уже заболели, это будет тяжело. Еще один момент, который нельзя упомянуть, это количество. То есть вот такого небольшого зубочка для одного раза будет достаточно. Если перебрать лука или чеснока, ваш желудок может негативно отреагировать, поэтому, конечно же, вы должны знать свой организм и, обращая внимание на это, то есть регулировать количество употребленного этого продукта. Лучше чаще, но по чуть-чуть, стабильно старайтесь употреблять эти продукты в пищу. Будет вам счастье. Почему я здесь показал еще масло, почему я здесь показал сало с горчицей. Эти продукты также являются животный жир, который поможет вам, так сказать, в профилактике и предотвращении попадания этих вирусных инфекций через слизистую вашего горла. Вот. Горчица, тот же продукт, который и нос даже пробивает хорошо, противовирусный. То есть наша культура издавна, то есть это не просто культура поедания борща, она имела глубокий, я бы сказал, сакральный смысл. То есть люди таким образом были здоровые, работящие и редко болели. Раньше не было больниц, особенно на далеких украинских хуторах. Может, был какой-то там лекарь, одиночка, но люди спасались чем могли. Там еще было пару средств, но в рамках нашего спортивного канала мы не будем вам о них говорить. Вот. Хотя это тоже работало. Да, украинская с перцем. Самогон. Но об этом не стоит, хотя почему нет. Вот, поэтому, как я уже сказал, сальцо с горчицей тоже
антиоксидант, полезный продукт в разумных количествах, очень помогает. Масло, только не искусственное, не маргарин, а вот нормальное сливочное масло в небольших количествах. Опять же, горячий борщ, лук, чеснок. В общем, это бомбический тандем, который позволит вам значительно снизить риск ваших респираторных, вирусных, разных заболеваний. Также это помогает все и в период того же коронавируса, которым нас так пугали. Проверили на себе, ни один из нас не переносил это все ни в тяжелой форме, ни наши подопечные. Тренировались, все нормально. Скажите, откуда мы это все взяли и так далее, и тому подобное. Факт подтвержденный или нет научно? Да, подтвержденный. В институтах, в которых мы учились, в инфизах и прочим подобным. Я недавно магистратуру закончил, Андрей чуть пораньше. Вот. Была у нас одна хорошая женщина, профессор, которая именно это все и разъясняла нам с позиции науки. Сказала, что это действительно не народная мудрость, которую бабушка посоветовала. Это действительно научно подтвержденный факт. Именно горячий борщ, лук, чеснок помогают предотвратить. Далее вы скажете, а если лука нет, а если чеснок, непереносимость. Есть такой еще один метод. Если вы почувствовали воспаление вашей носоглотки в горле, но дома нет на данный момент никакой таблетки, никакой возможности, а главное в этом не пропустить первые моменты, не дать опуститься инфекции, к тому заболеванию глубоко. Даже просто наколотите в воду концентрированный раствор воды и соли и полощите горло. Хотя бы до следующего дня доживите, не дайте опуститься болезни глубоко, потом ее вылечивать тяжелее. Вот, таким образом будет небольшая, но тоже профилактика, обычный соляной раствор. Полощите горло. И теперь переходим к следующим продуктам, тоже очень термоядерные в плане борьбы. Это имбирь, лимон и мед. Именно это сочетание, корень имбиря и лимон сочетание, является сильнейшим иммуномодулятором. Да, прошу не путать, это не лекарство. Это не даст вам именно излечение от болезни, оно не убьет саму болезнь. Но именно это сочетание будет стимулировать к борьбе, помогать вашей иммунной системе. Мед, естественно, о полезных функциях меда, думаю, напоминать не надо, но именно в этом тандеме он будет больше оказывать смягчающую функцию. Сам по себе имбирь в концентрированном виде довольно-таки термоядерный. И когда вы в этот чай, сейчас мы покажем наш рецепт, добавите ложечку меда в теплый, он будет не такой терпкий, не такой противный, то есть реально будет вкусно и приятно его пить. Выпиваете хоть каждый вечер по чашечке или днем, с утра. И очень сильно, не знаю, последние годы мы только этим и лечимся. Лечимся или не даем себе заболеть, как правильно. Почувствовали первое воспаление, день-два попили, все прошло. А теперь приступим к изготовлению нашего рецепта, нехитрого, самого простого этого напитка: имбирь, мед, лимон. Итак, берем достаточный кусок имбиря, не знаю сколько тут граммах, чистим его и мелко-мелко нарезаем. Можно использовать не нарезку, а терку. Теперь берем лимон, также мелко его нарезаем. Всю эту подготовленную смесь заливаем кипяточком, приблизительно литр воды. Вам хватит этого надолго, день-два. Даем настояться, ждем, пока наш напиток почти остынет, тем он будет более серьезным, настоянным, терпким и вкусным. И уже потом, когда он останется теплым, разливаем по чашкам, будем добавлять мед. И вот наш напиток готов. Он настоялся, приобрел характерный вкус. Разливаем его по чашечкам. Добавляем
немножко меда, каждый себе по вкусу. И, как говорится, будьте здоровы. Всем спорт! Вот и подошло наше время натурального эксперимента. Как я уже сказал, не каждый человек может просто так взять и съесть лук, поэтому мы его едим с горячим борщом. Канал Masters of Body желает вам приятного аппетита и крепкого здоровья. С вами были Андрей, Константин. и наш полуголодный оператор Дмитрий. Всем приятного аппетита. Masters of Body с вами.